Дорогие друзья и гости канала, всем привет, с вами Людмила. Сегодня приглашаю вас на мастер-класс по вязанию вот таких красивых туфелек, которые вяжутся очень просто и на ножки смотрятся очень красиво. Обязательно не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, написать свой комментарий. Я буду очень рада вашей обратной связи. На канале вы найдете огромное количество мастер-классов на любую обувь по вашему вкусу, и босоножки, и сапожки, и ботиночки, и туфельки. Поэтому заходите и смотрите. Будем вязать вместе. Ну а мы с вами будем вязать вот такие ботиночки, туфельки. Я их назвала Christmas, потому что цвета просто такие рождественские. Начинаем мы с того, чтобы подобрать нам инструменты, материалы, которые нужны. Ну, первое – это подошва. Подошву я подобрала вот такую. Она очень симпатично смотрится, подходит под эти туфельки. Бортики у нее достаточно высокие, написано 36 размер, но по внутренней стороне стопы длина 23,5, то есть это на 37 размер. Высота каблучка 5 сантиметров. И вот здесь по боковым частям уже сделана разметка через 1 сантиметр для отверстий. Пряжа фило дискозия номер 5 на 100 грамм у нас 272 метра. Это 100% катон. Вот из такой красивой пряжи будем вязать. Крючок здесь рекомендованный 3-3,5, но я беру крючок 2,5 миллиметра. Думаю, что для плотной вязки это будет хорошо. Ну, конечно, нам нужен будет сантиметр. Шило вот такое вот толстое достаточно, чтобы прокалывать подошву. Разметка на подошве сделана через 1 сантиметр. Я сейчас прямо покажу. Если у вас не размеченная подошва, нужно будет самим вот так сантиметром разметить. У меня тут размечено ровно через 1 сантиметр, где делать отверстие. Берем шило и вот таким образом просто пробиваем подошву по разметке через каждый сантиметр. Почему я беру шило толстое? Потому что крючок должен входить сюда, в это отверстие. На крючке еще будет нить, поэтому вот так по всей окружности пробиваем отверстие. Когда отверстия пробиты, начинаем вязать. Ну, вот где-то с конца. Я начну там, где у нас пятка начинает загибаться. То есть вот где у нас идет загиб пятки. Вот здесь. Ну, это примерно 5-6 отверстие от начала. Вот тут в 5 отверстие, наверное, я начну вязать. Где начинается загиб пятки. Делаем сначала обвязку подошвы. Провязываем столбик без накида в первое отверстие. И дальше в следующее и во все последующие по 3 столбика без накида. Первый. Второй. Третий столбик без накида. Переходим к следующему отверстию. Конец нити ввязываем, чтобы его не обрезать. Первый столбик без накида. В это же отверстие второй. И в это же отверстие третий. Вот такой простой способ обвязки подошвы. Установочный ряд, на который потом будет привязываться изделие. Довязываем до конца ряда. Здесь в последнее отверстие 3 столбика. И вот в первое довяжем еще 2 столбика без накида. Вот провязываем первый столбик. Вот это в первое отверстие, с которого мы начинали вязать. И второй. Третий мы провязали, когда начали ряд. Вот у нас теперь 3 столбика без накида. Здесь в первую петлю
соединительный столбик, воздушная петля подъема и вяжем первый ряд уже столбики без накида. Вот обвязку подошвы сделали, и теперь первый ряд в каждую петельку обвязки провязываем столбик без накида. Вяжем столбики без накида по всей окружности подошвы в каждую петлю ряда обвязки. Очень часто вы спрашиваете меня, где взять подошвы, пряжу, аксессуары какие-то. Вот сейчас в правом верхнем углу вы увидите ссылочку. Переходите по этой ссылочке и посмотрите. Я записала специально видео и рассказала вам, какую пряжу выбирать, где я что покупаю. Вы все это посмотрите в этом видео. Вот так проходим по кругу до начала ряда. Довязываем последние столбики. Чтобы ориентироваться четко по столбикам, мы знаем, что у нас было по 3 столбика провязаны в нижнем ряду, поэтому над ними тоже по 3 столбика. В первую петлю предыдущего ряда, начала ряда, где мы вяжем столбик без накида. Дальше воздушная петля подъема и вяжем следующий ряд. Снова столбики без накида в каждую петлю предыдущего ряда. Провязываем снова по кругу, встречаемся в начале ряда. Вот, дошли до начала ряда. В первую петлю провязали соединительный столбик, воздушная петля подъема и дальше начинаем вязать по узору. Опускаемся на ряд ниже, провязываем столбик без накида из петли на ряд ниже. Следующий столбик вяжем из петли предыдущего ряда. Следующий опускаемся на ряд ниже, то есть не в первый ряд от крючка, а во второй ниже. Теперь из петли предыдущего ряда. Вот таким образом чередуем длинные короткие столбики. Длинный такой столбик получается из петли на ряд ниже, короткий столбик из петли предыдущего ряда. Вяжем по рисунку, но вяжем не до конца ряда, а сейчас наметим место, до которого мы будем вязать. Ближе покажу, как столбики. Вот видите, опускаемся на ряд ниже, вот сюда. Вяжем длинный столбик из петли на ряд ниже. Теперь из петли предыдущего ряда, вот здесь сверху берем, с первого ряда, снова вот здесь мы взяли вверх, теперь вниз. Из петли на ряд ниже, из петли предыдущего ряда. Вот таким образом чередуем по очереди. Снова опускаемся вниз. Теперь из предыдущего ряда. Снова вниз. Из предыдущего ряда. Я думаю, что довольно простой узор, понятный. Вот таким образом вяжем. И вязать будем, вот считаем, у нас центр подошвы. Отсчитываем, сколько отверстий. 2, 3, 4, 5. Мы начали в 5-е отверстие вязать. Между 5 и 6 здесь точно так же. 3, 4, 5. Между 5 и 6 мы поставим маркер. Вот от центра между 5 и 6 отверстием. То есть там, где у нас по 3 столбика мы набирали. Вот доходим до маркера.
провязываем последние столбики. Тут у нас короткий столбик, дальше длинный последний из петли на ряд ниже. Провязали, и теперь у нас маркер стоит. Снимаем маркер и провязываем последний столбик без накида, короткий, из петли предыдущего ряда. Снова ставим на маркер эту петлю. Вот здесь у нас закончился ряд. Возвращаемся к началу ряда на пятки с той стороны. Нить протягиваем вот так аккуратно. Придерживаем и отсчитываем от первой петли 3 петли вперед. В третью петлю провязываем столбик без накида. Теперь следующий будет у нас длинный столбик. Опускаемся на ряд ниже. Короткий столбик. И вот эти 3 петли мы провязали. И теперь у нас был первый короткий столбик в предыдущем ряду. Над ним вяжем длинный. Опускаемся на ряд ниже. Дальше идет длинный, над ним вяжем короткий. Получается то же самое. Мы чередуем короткие и длинные столбики, но теперь уже в шахматном порядке. Над коротким столбиком у нас длинный провязывается. Вот на ряд ниже опускаемся. Над длинным столбиком, который был в предыдущем ряду, мы провязываем короткий из петли предыдущего ряда. Вот снова у нас был короткий, над ним длинный. Опускаемся на ряд ниже. Над длинным короткий. Вот таким образом, чередуя в шахматном порядке, между двумя длинными столбиками, где мы будем провязывать над коротким длинный, очень хорошо видно, куда вводить крючок. Вот просто такое как бы подготовленное отверстие. Прямо над длинным вяжем короткий, между двумя длинными то длинный, то есть там короткий у нас был. Доходим до маркера. Здесь последний провязываем столбик, у нас был длинный, провязываем короткий. Теперь снимаем петлю с маркера на крючок. И вместе с этой петлей провязываем следующий длинный столбик над следующей петлей, которая у нас за маркером. Вот сюда, вниз, на ряд ниже, провязываем вот вместе все 3 петли вместе, столбик без накида. Дальше у нас идет короткий столбик, второй добавленный получается, и длинный третий. Мы с той стороны 3 петли вперед, а здесь увеличили ряд на 3 петли. Идем по рисунку. Последнюю петлю переносим на маркер. Нить возвращаем в начало ряда. И проделываем то же самое, что мы делали в предыдущем ряду. То есть мы 3 петли вперед отсчитываем, в третью петлю начинаем вязать по узору, доходим до конца ряда, все по рисунку вяжем в шахматном порядке. Там, где были длинные, вяжем короткие, и наоборот. Здесь провязываем последний столбик. Вот у нас короткий, потом длинный. Снимаем петлю на крючок и добавляем 3 петли. Вот так. Дальше возвращаем петлю и вяжем вперед. Провязываем вот так вперед несколько рядов. Нам нужно немножко поднять пятку, чтобы она потом хорошо садилась по ножке. Поэтому двигаемся вперед несколько рядов в высоту. И я покажу еще раз. Начнем вместе ряд. Вот так. Нить вернули. От этой первой петли, с которой мы начинали, отсчитываем 3 петли. 1, 2, 3. В третью петлю вставляем крючок, провязываем столбик без накида.
Он у нас обычный, получается короткий. Теперь следующий столбик у нас длинный по узору. Опускаемся на ряд ниже, провязываем. Захватила не всю нить, еще раз сейчас провяжу. Расслоилась нить, просто будет некрасиво, если где-то будет торчать. Поэтому провязываем столбик без накида. Теперь опускаемся на ряд ниже, провязываем длинный столбик без накида. Теперь короткий. Это 3 уже петли. И теперь у нас под первым коротким провязываем длинный. И заходим в рисунок предыдущего ряда. Над длинными провязываем короткие, над короткими провязываем длинные столбики, опускаясь на ряд ниже. Все понятно. Так как мы вперед 3 петли отсчитывали, то у нас получается первый столбик это короткий, потом длинный, потом снова короткий. И мы вошли в рисунок предыдущего ряда. Вот так. Потому что каждый ряд у нас начинается с обычного столбика без накида из петли предыдущего ряда, то есть он короткий. И как раз вот плюс 3 петли над каждым коротким предыдущего ряда мы заходим в узор длинным столбиком. Все, дальше в шахматном порядке над длинным короткий, над коротким длинным чередуем. Доходим до конца ряда, провязываем здесь столбики. Вот длинный у нас, это уже последний столбик. Теперь снимаем петлю с маркера на крючок и довязываем 3 столбика. То есть сейчас у нас идет короткий столбик после длинного. 3 петли вместе, теперь длинный, опускаемся на ряд ниже, вот сюда, и снова короткий столбик, 3. Вот мы провязали, а теперь мы не останавливаемся и двигаемся дальше. Двигаемся точно таким узором, чередуя короткие и длинные столбики вперед. И будем провязывать их по кругу. Вот таким образом доходим на той стороне до пятки. Здесь у нас было 2 ряда провязано, поэтому легко такой узор делаем. И вот сюда в начало ряда возвращаемся. Потом снова идем по кругу и провязываем еще один точно такой же ряд. Вот мы провязали 2 ряда по кругу. Теперь этот ряд мы заканчиваем. Довязываем до первой петли, до начала ряда. В конце ряда провязываем соединительный столбик, еще один соединительный столбик, ряд заканчиваем, обрезаем нить, конец нити прячем в вязание. Сейчас покажу, как я прячу конец нити. Вот у нас получилось, всего мы провязали 5 рядов. По пяточке у нас получилось 5 рядов, а по переду 2. То есть 3 ряда мы вязали только по пятке, потом круговые 2 ряда. Вот таким образом я прячу конец нити. Так как на этом узоре захватить очень трудно, поэтому я вывожу на лицо, наизнанку, на лицо, наизнанку нить вот так.
по рядам, вниз опускаю и потом прячу вот сюда под вот этот установочный ряд. Петли установочного ряда, они очень плотно провязаны, очень хорошо сюда запрятать конец нити, его не видно, и он там не мешает. Все, и изделие не распустится. Вот так, все, мы закончили. И теперь мы приступаем к вязанию переда. Впереди вот это вот нам вывязывание такой пяточки позволит нам сделать ее по форме. Впереди находим центральную петлю. У меня на подошве есть вот отметка, где центр подошвы. И вот здесь у меня центральная петля. От центральной петли 4 петли вправо. И начинаем провязывать первый ряд. Вяжем столбики без накида. Первая петля, столбик, второй столбик, три, 4, 5, 6, 7, 7, 8, 9. Разворачиваемся на изнаночную сторону. Со второй петли от крючка вяжем изнаночный ряд. Столбики без накида. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 'Теперь вот здесь следующая петля от первой, соединительный столбик 1, это 8 петля, соединительный столбик 2, 9, разворачиваемся. Со второй петли от крючка вяжем лицевой ряд. Все время столбики без накида. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 и 10 соединительные столбики. Вот таким образом. Нет, тут неправильно, не довязал. 9 должно быть. 9 вот сюда в угловую петельку 9, а 10 и 11 у нас соединительные столбики. 10, 11. Вот так будет правильно. Вот 2 соединительных столбика. Разворачиваемся. И снова столбики без накида со второй петли от крючка вяжем изнаночный ряд. Я думаю, это понятно. Тут в каждую петелечку вяжем столбик без накида. В конце ряда провязываем по боковой части 2 соединительных столбика, поворачиваемся и со второй петли начинаем вязать. Вот так у нас каждый ряд увеличивается на 1
петельку, то есть мы вяжем дополнительный столбик. Провязываем так несколько рядов. Вот, дошли до конца ряда. Крючок вводим с лицевой стороны, провязываем 2 соединительных столбика по боковой части. И еще один лицевой ряд здесь по носовой части. Сейчас поближе сделаю. Провязываем столбики без накида со второй петли от крючка. Вяжем от начала до конца ряда столбики без накида. Мы вот формируем такой мысочек. И с изнаночного ряда уже начнем вывязывать арочки. Вот последние столбики без накида в этом ряду. Теперь соединительные столбики 1, 2, 3, 3. Так как у нас будут сейчас провязываться столбики с одним накидом, поэтому будем 3 соединительных столбика, 2 воздушные петли. Теперь 2 петли пропустили, в третью столбик с одним накидом. Дальше 2 воздушные петли, 2 петли пропустили, в третью столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, очень простой узор. 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом. Мы вяжем как бы сеточку. 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом. Две воздушные петли, заканчиваем ряд, 2 петли пропустили, и теперь в третью столбик без накида. Вот ряд закончили. Теперь с лицевой стороны крючок вводим соединительный столбик 1, разворачиваемся на лицевую сторону и делаем обвязку столбиками без накида. Под каждую арочку 3 столбика без накида. Тут все довольно просто. Под арочки вяжем 3 столбика без накида. Над столбиками не провязываем ничего, только под арочки. Под каждую арочку 3 столбика без накида. Вот такую сеточку мы будем делать сейчас весь узор. У нас будут столбики без накида и арочки вот такие. 3 столбика без накида под каждую арочку. Узор очень простой, но смотрится он очень эффектно. И под последнюю арочку 3 столбика без накида. Третий. Присоединяемся к боковой части соединительным столбиком. Провязываем еще один дополнительный соединительный столбик. Разворачиваемся наизнанку. Вяжем изнаночный ряд со второй петли от крючка, столбики без накида весь ряд. Доходим до конца ряда. В конце ряда провяжем
2 соединительных столбика и лицевой ряд, тоже столбики без накида до конца ряда. Значит, довязываем этот ряд столбики без накида. И в конце ряда, сейчас вот последняя петля, столбик без накида. Теперь с лицевой стороны заводим крючок, провязываем 2 соединительных столбика. И еще один ряд вяжем лицевой, тоже столбики без накида. То есть мы провязали лицевую обвязку, изнаночный и теперь еще раз лицевой. Вяжем столбики без накида до конца ряда. Заканчиваем лицевой ряд. И здесь мы провязываем 3 соединительных столбика. 1, 2, 3. Теперь 2 воздушные петли подъема. Будем вязать опять клетку. 2 воздушные петли подъема. Две петли пропускаем, столбик с одним накидом в третью петлю. И до конца ряда 2 воздушные петли и 2 петли пропускаем в третью, столбик с одним накидом. 2 воздушные петли, 2 петли пропустили, в третью, столбик с одним накидом. Вяжем до конца ряда. В конце ряда последние 2 воздушные петли и по боковой части 2 петли пропустили, затем присоединились с соединительным столбиком и еще один соединительный столбик. Вот теперь по лицевой части идем, делаем обвязку, в каждую арочку по 3 столбика без накида провязываем. Точно так же, как мы вязали в прошлый раз. 3 столбика без накида в каждую арочку от начала до конца ряда. В конце ряда присоединяемся соединительным столбиком и еще один соединительный столбик для подъема, чтобы мы изнаночный ряд провязали столбиками без накида. Вот теперь изнаночный ряд опять идем столбики без накида, затем лицевой ряд снова столбики без накида. В конце ряда делаем по 2 соединительных столбика, а дальше опять изнаночный ряд провязываем уже вот этими арочками, то есть клеткой. После каждой клетки мы провязываем 3 ряда: лицевой, изнаночный и снова лицевой. И в конце каждого ряда здесь провязываем по 2 соединительных столбика, а когда мы переходим вот сейчас в данном случае на клетку, то мы провязываем 3 соединительных столбика, потому что клетка у нас высотой в столбик с одним накидом. Поэтому 3 соединительных столбика и начинаем вязать клетку. То есть 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем в третью, столбик с одним накидом. Я думаю, что это уже понятно, как вяжется узор. Вот еще показываю, просто чтобы вы как бы не забыли. 2 воздушные петли, 2 петли пропустили, провязали столбик с одним накидом. И так до конца ряда 2 воздушные петли,
2 петли пропустили, столбик с одним накидом. Последнее всегда заканчиваем 2 воздушными петлями и присоединяемся к боковой части 2 соединительными столбиками. Вот первый соединительный столбик. И второй соединительный столбик. И дальше уже вяжем так же, как мы вязали. Делаем обвязочку по 3 столбика без накида под каждую арочку. Затем изнаночный ряд провязываем столбики без накида. И снова еще один лицевой ряд, столбики без накида. Я думаю, друзья, что вам понятно. Обязательно напишите в комментариях. Может, у вас какие-то вопросы возникают. Пока я вот с вами вяжу, возможно, что вам что-то важно узнать или написать свои впечатления, пожалуйста, в комментариях. Я с удовольствием отвечаю на ваши комментарии. Вообще, мне нравится, когда вы мне пишете. Я чувствую, что вы со мной и что я не зря делаю эту работу. Поэтому пишите, уделите 2 минутки для того, чтобы написать свой комментарий. Вот таким образом мы провязали 7 фрагментов, начиная от носка, вот арочки и по 3 ряда столбиками без накида, всего 7 фрагментов. Этого достаточно. И теперь мы продолжаем вязание уже изнаночный ряд по изнаночной стороне переднюю часть и с переходом на боковую часть. Точно так же начинаем по передней части 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, столбик с одним накидом. Продолжаем этот ряд точно так, как мы делали арочки. Но в конце ряда мы не будем провязывать соединительные столбики, а перейдем сразу на боковую часть. Сейчас доходим до конца ряда здесь по переду. Теперь здесь в конце ряда 2 воздушные петли, и там, где бы мы делали столбик соединительный, мы просто провязываем столбик с одним накидом и двигаемся по боковой части. Точно так же вот мы просто перешли на боковую часть, и теперь такой же точно узор: 2 воздушные петли, 2 петли пропускаем, в третью столбик с одним накидом. Итак, двигаемся по кругу вокруг пяточки до передней части на той стороне. Две воздушные петли, 2 петли пропустили, столбик с одним накидом. Доходим вот сюда до угла, до вот этого переднего. Здесь заканчиваем, провязываем 2 воздушные петли и присоединяемся. Здесь еще есть у нас
место для столбика с одним накидом. Через 2 петли столбик с одним накидом. Затем в вершину столбика мы делаем 2 воздушные петли и в вершину вот первого столбика по передней части соединительный столбик. А под арочку, под вторую, столбик без накида. Разворачиваемся на лицевую сторону и начинаем делать обвязку по лицевой стороне. Под каждую арочку 3 столбика без накида. По изнаночной стороне мы не можем делать эту обвязку, потому что у нас будет другой рисунок. Мы должны провязать вот так же точно, как мы вязали по переду. По лицевой стороне обвязка идет, потом по изнаночной стороне столбики без накида, изнаночный ряд, и снова по лицевой стороне лицевой. Тогда рисунок будет соответствовать. Провязываем вот так обвязку по кругу вот сюда же до этого угла. Закончили обвязку последней арочки и теперь 2 соединительных столбика по боковой части. Воздушная петля подъема, разворачиваемся наизнанку и вяжем в обратном порядке по кругу столбики без накида по изнаночной стороне. Здесь важно соблюсти узор, чтобы ботиночек он смотрелся как бы цельно, красиво. Поэтому приходится поворачиваться. Вяжем вот так тоже по кругу, доходим до этого угла. В углу пропускаем петлю угловую. Вот сейчас покажу. Вот здесь мы довязываем, доходим до угла. И в уголочке петлю угловую вот здесь на стыке пропустили. Следующую провязали столбик без накида. Это нужно сделать для того, чтобы у нас голенище не торчало потом, из пятки не спадало. Поэтому оно должно хорошо прилегать. Вот это задник. Здесь вот мы пропускаем в уголочках одну петелечку угловую. Здесь в конце ряда доходим до угла, провязываем последний столбик без накида. Затем пропускаем угловую петлю и вяжем 2 соединительных столбика по передней части. Первый, второй. Разворачиваемся, начинаем вязать по лицевой части снова столбики без накида. Со второй петли от крючка вяжем по кругу опять же столбики без накида. Вот это у нас будет 3-й ряд столбиков без накида, которые мы вяжем круговыми рядами, но поворотными обязательно. Вот так вяжем сюда, возвращаемся в этот угол, не забываем угловые петли пропускать. Вот, доходим до конца ряда. Мы опять в этом углу. Теперь последний столбик без накида. Провязали. Довязываем последний вот столбик без накида. Затем по боковой части пропускаю угловую петлю, 2 соединительных столбика. Вот теперь 3 воздушные петли, 1 петля подъема и 2 воздушные петли. Мы провязали столбик, к которому мы потом будем присоединяться. Теперь 2 петли пропускаем и в 3-ю столбик с одним накидом. Вот это первые 3 воздушные петли, мы сюда будем присоединяться в вершину. И дальше 2 воздушные петли
2 петли пропускаем, столбик без накида. Точно так же, столбик с одним накидом. Точно так же, как мы вязали предыдущие ряды. 2 воздушные петли, 2 пропускаем, в третью столбик с одним накидом. Вяжем по кругу. Доходим опять до этого угла. Здесь мы поднимаем столбики. Столбик ставим, потом 2 воздушные петли, присоединяемся в вершину вот первого столбика, вот сюда. Заканчиваем ряд. Вот доходим, последние провязываем 2 воздушные петли, столбик с одним накидом. Теперь 2 воздушные петли. Вот у нас тут как раз осталось 2 столбика, и мы вот в вершину вот сюда, в вершину первого столбика соединительный столбик. Все, мы присоединились. Воздушная петля подъема. И по лицевой стороне начинаем обвязку. Столбики без накида по 3 под каждую арочку. Провязываем точно так же теперь 3 ряда. Первый лицевой под арочки, доходим до угла, возвращаемся, вяжем изнаночный ряд и снова лицевой. И так мы поднимаемся наверх, сокращая петли вот в углах. Здесь в каждом углу у нас петля сокращается. Мы убираем с обоих сторон по одной угловой петле. Провязываем таким образом до верха на необходимую высоту. Вот я провязала 2 полных фрагмента, это арочки и 3 ряда, а в третьем фрагменте я не довязала лицевой ряд. Здесь я сразу буду делать обвязку. Пропускаю 2 петли и в третью вяжу столбики с одним накидом. В одну петлю вывязываю 5 столбиков с одним накидом. 3, 4 и в эту же петлю 5. Теперь 2 петли пропускаю, вяжу столбик без накида. 2 петли пропускаю и в третью снова 5 столбиков с одним накидом в одну петлю. Делаю такие веерочки. 1, 2 в эту же петлю, 3, 4, 5. Снова 2 петли пропускаю и столбик без накида в третью петлю. Вот так продолжаем до конца ряда. 2 петли пропускаем, 5 столбиков, потом 2 петли пропускаем, столбик без накида. Заканчиваем ряд и получаем вот такое чудесное изделие. В верхней части арочек я пропустила вот такую ленту. Она хорошо украшает и будет держать туфельку на ножке. Можете какую-то связать сами, взять другой цвет, например, белый под цвет подошвы. Ну, мне понравилась вот такая. Друзья, если вам это видео понравилось, пожалуйста, не забудьте написать комментарий, поставить лайк, нажмите на кнопочку подписаться, на колокольчик, чтобы получать уведомления о следующих видео. А я вам рекомендую посмотреть еще видео на канале. Вот сейчас в самом конце вы увидите ссылочки на ботиночки, на туфельки. Переходите по ним и смотрите. Очень хорошие мастер-классы, красивая обувь. Вяжем вместе ровных и красивых вам петелек.